Всем привет! В общем, случилась катастрофа. Напомню, что я лечу лимфому Ходжкина в Черногории. Через 10 дней у меня должна быть вторая химия третьего курса. Мужу приходит сообщение в Viber, пишет медсестра из клиники, что в клинике закончился докарбазин, пожалуйста, купите такие-то дозировки. Мы думаем, да, странно, ну ладно, как бы купим. Я заезжаю в аптеку, нету. Заезжаю в другую аптеку, нету. Заезжаю в пятую, и уже мужу говорю, напиши ей, потому что я нигде не могу найти. Он ей это пишет, присылает ответ, через переводчик мы переводим, и текст такой, что да, он исчез во всей Черногории, типа, грубо говоря, ваши проблемы, решайте как хотите, ищите где можете, ничем помочь не можем. И как-то так. То есть, если ты, я не знаю, уже при смерти, и тебе надо срочно делать химию, и что во всей стране нет лекарства. Это вообще что такое, что за сбои с поставками? Начинаю искать. Искала людей, которые визаранят по Боснии. В Боснии, ну, там тоже зашли в пару аптек, ничего не нашли. Еще людей, кто находится в Албании. В Албанию нужно ездить с визами, но есть люди в чате, пишут, кто туда на экскурсию уехал, или на какие-то дела, или оттуда едет в Черногорию. Нашла двух людей, говорю, помогите, пожалуйста, пройдитесь по аптекам, потому что здесь нет какой-то системы, как в Яндексе, где можно посмотреть наличие сразу по всем аптекам. Пишут, что обошли, нашли лекарства, но говорят, продают либо по рецепту местного врача, либо если вы гражданин страны. У меня начинается истерика. Что же делать? У меня скоро должна быть химия. Опять пишем в клинику. Что делать? Через какое-то время они говорят, что ой, нам один пациент написал, что он купил где-то в Инофарме в Сербии. Начинаю гуглить эту Инофарму. Не отвечают. Не отвечают. Добр дан. Дали имателек дакарбазин. Дакарбазин. Не розумiem Полака. Как это наручите? Нема. Добра, хвала. Ни хрена нету. В общем, с моим поганеньким сербским я тоже ничего не нашла. Только потратила кучу денег на роуминге. А в аптеке здесь, сколько я заходила, здесь они просто говорят, снимать ничего нельзя, так бы я вам все показала. Тоже показываю просто выписку, говорю, имате ли этот докарбазин? Нема, не знам. Все, то есть и заказывать под заказ тоже ничего не могут сказать, потому что в стране его просто нет. Тереблю людей, которые находятся в Сербии, в аптеках просто этого лекарства нету. И на фарм-то, видимо, какую-то ошибку она дала. И я не понимаю, разрешат ли мне его купить. В общем, я не знаю. Попробую сейчас подключить к поиску Украину и попробую связаться с Россией, узнать, как быть там, потому что у меня нету даже на черногорском языке рецепта. У меня просто есть выписка из больницы, что я получаю химиотерапию, и в составе написан этот препарат. Я списалась с девочками с сайта «Лимфомы нет». Начала искать, у кого есть рецепт на данный препарат, кто мне сможет купить. Вот что они отвечают. Говорят, что даже и по белорусскому рецепту покупали, что мало у кого его спрашивали. Окей, начнем рыть, кто мне сможет его купить. Первая проблема. Практически все готовы привезти документы, ключи, какие-то посылки. С лекарствами мало кто хочет связываться. Вот я нашла, что докарбазин противоопухолевый, не наркотический, не психотропный. Просто катастрофа. Я не могу найти, кто согласится перевозить лекарства. Проблемы то, что везде пишешь, что это рецептурный препарат. Всех очень сильно пугает фраза «рецептурный препарат», и они уже не считают, что даже без рецепта его часто можно купить. Все просто отказываются везти. Одна девушка предложила мне за 50 евро его привезти, другой за 30 евро за флакончик, хотя они вот такие вот маленькие, как я понимаю. Продолжаем поиски. Блин, у меня химия уже должна быть через 2 дня. Я вообще не знаю, где мне найти это лекарство. Девушка из Томска пишет, что у нее отец через несколько дней вылетает и согласен привезти. Он зашел в аптеку, там лекарства нету, только под заказ. Но
так как он улетает через 2 дня, то есть шанс того, что успеет привезти это лекарство, и он его сможет купить, опять же, если не спросят рецепт, ну, достаточно сомнительный. Я присмотрела все аптеки Москвы, и даже в Москве практически нигде нету этого средства в наличии, оно везде только под заказ. Да, смотрите, в России, в Москве есть только 3 аптеки, где оно в наличии сегодня. Везде пишет, что доставка на следующий день. 30 евро. Дала команду искать лекарства. Везде 1-2 дня ожидания. Сюда привозите. В общем, сегодня ездила в клинический центр в Подгорице. Приезжаю, говорю, у меня нет лекарства, но сегодня мне нужно делать химию, потому что прошло 2 недели с последней. На что мне говорят, извините, лекарства никакого нету. Ну вот, опять же, они мне говорят про какой-то инофарм якобы там купили, в котором, как я уже рассказала, ничего не нашла. И мне кажется, это какое-то вообще ошибочное название. Может, они не так записали, не так услышали сами. Ну, в общем, отправили меня искать лекарство и приходить с ним. Потом со мной связалась девушка из Санкт-Петербурга. Сказала, что скоро летит в Черногорию и готова привезти мне лекарство за 50 евро. Мы договорились, что она его закажет. Как только она его купит, я ей переведу деньги за лекарство, остальное при получении. Просматривала другие группы по доставке и вижу сообщение от одного мужчины, что скажите, кто-нибудь возил посылки с таким-то человеком, и стоит ник этой девушки. Я ему в личку написала, а что такое, что случилось? Он говорит, его смутило, что она потребовала с него предоплату за посылку. Меня тоже это насторожило, потому что обычно везут и уже при встрече меняют посылку на деньги, иначе ни у одной из сторон нет никакой гарантии. Меня это смутило, думаю, ну, вдруг она, не знаю, лекарство сфотографирует рядом руку и лекарство, возьмет с меня деньги, а потом просто вернет их и пропадет. Я отменила с ней заказ, и попадалось еще сообщение, что осторожно, появились мошенники. Написала в больницу, у меня нет лекарства, что делать? Он говорит, ну ищите где хотите, когда будет, приходите. Ну это прям, я не знаю. Вот еще вот эти вот товарищи, как обычно. Я не знаю, что делать и где мне найти это идиотское лекарство. Кстати, да. Вот так вот, оказывается, и волосы падают перед 4-м курсом. Только что мне отписался Томск. Говорит, они взяли мое лекарство. А среда был дедлайн, потому что в четверг ее отец вылетает. Сегодня среда. Он его взял, значит, в пятницу он прилетит через Ереван и привезет мне лекарство. Благодарность, я организовываю трансфер, то есть я его встречаю в аэропорту и везу в бар, он тоже живет в баре. В общем, летят мои таблеточки маршрутом Томск, Москва, Ереван, Тиват. Едем за таблетками, вернее стоим. Вон они, очередные надувные матрасы побежали. Вот у них пляж, здесь они живут и все время бегают, почему не могут здесь пробежать за машиной, то есть не в каком-то именно пешеходном переходе, а вообще везде просто берут и бегают. Недостаток этих пляжных городков — это то, что все бегут на пляж, все перебегают, и из-за этого образуются ужасные пробки. Вот, закончились надувные матрасы, и сразу можно быстро ехать. Немножко вредностей можно? Меня вот выбешивают эти крышечки, не хватает сил их оторвать. Если дернуть, просто разольется все. Не знаю, видимо, многие их теряют, что вот такой вот ребрендинг. Просто выбешивают, если честно. Не пить неудобно. Что ж, вот такой вот маленький аэропорт в Тивате. Встречаю свои таблетки. Вот и я. Я же говорила, что узнаете меня по желтому зонтику. С приветом из России приехал ко мне Дакарбазин. Поэтому возникает вопрос, как вообще Европа это смогла допустить, почему в стольких странах отсутствует это лекарство, оно ведь жизненно необходимо многим людям, и что делать тем, кто не сможет найти его.